можете считать, что одежду человек выбирает просто так. Но нет, просто так ничего не бывает в этом мире, и уж тем более в большой политике. Что можно понять по галстукам Путина и Зеленского в их первом обращении к народу? Красный цвет – это цвет активности, но одновременно с этим и опасности. Галстук у Путина темно-бордовый – это приглушенный красный, такая сдержанная агрессия. Мимика, брови опущены, большую часть речи лицо президента гневно напряжено. Сдержанная жестикуляция, минимум движения руками. Большую часть выступления руки лежат на столе. Риторика речи. Есть ощущение, что это лекция. Выступление то перетекает в историческую справку, то в гневное возмущение. Самая сильная часть речи – момент с декоммунизацией. На Украине снесли памятники Ленину, но именно он создал украинскую государственность. Вы хотите декоммунизации? Ну что, нас это вполне устраивает, сказал президент. На Зеленском был синий галстук. Это цвет спокойствия, отстраненности, умиротворенности. Президент Украины свой ответ начал с шутки. У нашей страны нет времени на долгие лекции по истории. Это был укор в сторону Путина, обращение которого заняло почти час. В первой части выступления Зеленский пытался показать свое спокойствие. Спокойная, медленная речь, минимум эмоций. Во второй части выступления Зеленский стал показывать, что он в панике. Он призвал к помощи Францию, Германию, США, Англию, Европейский Союз, Турцию, ООН, Совбез ООН, обвинил Россию в нарушении Минских договоров. Лицо напряженное, он сложил руки, голос стал напряженным и грустным. Мы помним, что Зеленский профессиональный актер, и непонятно, где его истинные эмоции. Но вряд ли граждане Украины порадовались такому противоречивому выступлению, где их президент призвал быть спокойными и одновременно с этим показал свою панику. Пишите свое мнение.